Доброе утро, мои любимые зрители и подписчики. Вы у Эллы в Бостоне. В Бостоне сегодня отвратительная погода, середина мая и холодно и противно, поэтому я одета соответственно. И утром, когда мы пьем большинство наших витаминов, вот они, не пугайтесь, и добавок, не хочу их называть БАДами, извините уж, какая-то неприятная коннотация, поэтому будем говорить сегодня о витаминах, пищевых добавках и как в общем привести себя в форму в любом возрасте. Девушки, девочки мои любимые, мы всегда будем девочками, здесь вопроса нет. Но смотрите, в возрасте от 49 примерно до 52 лет, как вы сами прекрасно знаете, получается гормональный сбой, и мы все как одна поправляемся. Но если бы я знала тогда, что я знаю сегодня, то вы бы не видели этой ужасной фотографии. Кстати, она у меня только одна. Не любила я фотографироваться в такой форме. Это было день рождения моего внука, вот и сфотографировалась. Но смотрите, при таком весе получается высокое давление, получается всякие другие последствия. Этого можно избежать. И сегодня мы поговорим, как. Самое главное – это, конечно, питание. Без питания никуда. Но вопрос, что есть, как есть и когда есть. Смотрите, нужно есть больше протеинов и меньше углеводов. И как? У меня полно обедов, некоторые я из них прицеплю в конце видео, а некоторые вы можете зайти на английский канал. Некоторые из вас уже подписаны на мой английский канал, и там огромное количество обедов, которые я записала за последние 3 месяца. Вообще-то я начала этот канал 9 февраля, на рождение моей любимой подруги. Я хотела со всеми с вами поделиться, как потерять вес, но при этом остаться здоровым и вернуть мышцы, потому что этого не было. Самое главное, что я сошла с лекарств. Многих из вас посадили на эти ужасные лекарства, я в этом просто не сомневаюсь, потому что вся медицина по всему миру, и не только здесь в Бостоне, но и у вас в Москве, и по всему миру, где вы, русские девушки и мальчики, разбросаны, основана сейчас на том, чтобы сделать нас побольнее и на этом потом зарабатывать. У меня был ковид в 63 года, как вы знаете, в 2020 году, 5 лет назад. Потом был после ковид, и вот здесь и началось все. Но, кстати, все эти ужасы с весом, с ковидом, с давлением и всеми остальными ужаснейшими симптомами, все было связано с отсутствием всего лишь одного витамина. Оставайтесь со мной, мы об этом сегодня поговорим, но сначала все дело в питании. Вот смотрите, нужно есть побольше протеинов и поменьше углеводов. Какое сочетание? Пожалуйста, посмотрите на мои обеды, я к этому сейчас возвращаться не буду. Несколько обедов есть на русском канале и очень много на английском канале. Перейдите на английский канал, понимать ничего не надо, все видно по картинкам. Главное – это количество протеина, какого протеина и каких углеводов, вы все это увидите. И опять-таки, не произойдет никакого похудения, если вы не будете делать прерывистое голодание. Не люблю это называть прерывистым голоданием, по-английски intermittent fasting. Один врач, Минди Пелс, кстати, хорошо бы ее тоже перевести на английский язык, как доктора Берга. Доктор Берг не дает такие полезные советы женщинам, как Минди Пелс. Может быть, мы об этом поговорим. А те, кто по-английски понимает, пожалуйста, подпишитесь на доктора Минди Пелс. Она говорит о том, как избежать всех этих ошибок, которые совершила я в возрасте 50 лет.
от 50 до 63, точно сказать вам. Но в 63 я начала сходить со всего этого ужаса, со всех этих ядов. Было много вопросов от вас, как сходить. Ну, мой доктор меня посадил на один из статинов, есть много их вариантов, и все они одинаковая гадость. И также на давление от лекарства. Я ему говорила, у меня давление низкое по природе, не нужно мне это. Ну, в то время, после вот этого, как я думала, после ковида, давление было 160 на 110, даже 170 на 110, это 110 нижнее, совершенно высокое. Я стала принимать вот эти вот листаноприл от давления и принимала это 1,5 года, а статин я принимала целый год и 3 месяца. Смотрите, он мне сказал, если ты с него сойдешь, я тебе помочь ничем не смогу. Конечно, не сможет, он же хочет свои комиссионные. Зачем ему нужны такие пациенты, которые не принимают эти ужасные статины? Но через 3 месяца настолько этот холестерол упал, вопрос, нужно ли было его так понижать до 100 с чем-то, что я сказала, давайте половину. Ну, он сказал, давай половину на твое усмотрение. И стала я принимать половину, а потом четверть, а потом я встретила нашего любимого доктора Шишонина. Девушки, которые сейчас сидят на статинах листаноприлов, потому что их врачи получают за это комиссионные, обязательно подпишитесь на доктора Шишонина, и он вам очень популярно и очень грамотно объяснит, почему нужно немедленно сходить со статинов и как аккуратно и нежно сходить от лекарств, от давления, и как регулировать свое давление натуральными способами. Поэтому подпишитесь на доктора Шишонина, слушайте его внимательно и сходите. Я могу одно добавить к этому. Теперь они все говорят здесь, даже в рекламах, вы принимаете статины, принимаете CoQ10. CoQ10, очень важно. Тогда они об этом не говорили, слава богу, потому что, может быть, я бы еще дольше продержалась на этой гадости и еще хуже бы себе сделала. И вот, смотрите, когда я сошла, однако же, я ничего не могла переваривать, все было нарушено, почки, цистит был, все время какие-то такие неприятные ощущения, все болело, голова болела, мышцы болели, жевательные мышцы болели, я есть не могла, люди. Я пошла к врачу, он мне сказал, у тебя артрит, жвачку не жуй, ничего не жуй. Ничего этого не было, я вам скажу сразу. Все это было отсутствие одного витамина. И даже не витамина, а гормона. Оставайтесь со мной. Вот этот самый главный витамин и гормон, который нужно принимать было вам, начиная, когда менопауза начинается, вот с 49 до 52 лет, до 6 с чем-то, и принимать его все время, потому что у нас его нет. Он отсутствует. И этот витамин, конечно, как вы уже все догадались, витамин D. Вот он, D3 и K2. Я могу подойти ближе, но это бессмысленно, потому что в такой форме, как вы видите, все наоборот. Поэтому дождитесь до конца видео, и я вот там прицеплю обязательно слева полнейшее описание всех витаминов и всех минералов и всех пищевых добавок, которые я принимаю сегодня. Но это все так быстро не делалось. Во-первых, не слушайте тех женщин на ютюбе, которые сидят так за столом и говорят, оставайтесь со мной, я вам расскажу, как быстро похудеть. Это все неправда. Худеть быстро нельзя. Худеть нужно медленно. У вас уйдет от 6 месяцев до 12 месяцев. Оставайтесь со мной. Я Элла из Бостона. Мне 67 лет. Я потеряла 25 килограмм. 10 из них, как вы уже знаете с предыдущего ролика, я потеряла до 63 лет, а остальные 15. Вот когда меня и посадили на статины, или листаноприл, и лекарства от давления, и сказали при этом, никогда в жизни ты не похудеешь в таком возрасте, но если похудеешь, то ни в коем случае не останешься в такой форме. Я хотела доказать, что останусь, и я надеюсь, что вы со мной согласны. Поэтому, смотрите, нужно есть правильно, как я уже это говорила. Нужно также
делать прерывистое голодание. Но это голодание не сразу у вас получится. Мы об этом будем еще говорить отдельно. А сейчас давайте перейдем ко всем остальным добавкам. После того, что я сошла со всей этой дряни, как я уже сказала, CoQ10. CoQ10, принимайте его. Года 2 я его принимала, потому что это такая молекула, которая помогла мне восстановить пищеварение. Еще лучше GG, CoQ10. Это все теперь легко найти на гугле. Пожалуйста, принимайте, если вы находитесь на этой дряни и собираетесь с нее сходить. После 2 лет я поняла, я не могу все это принимать, и кое-что пришлось оставить. Вот смотрите, сегодня утром мы все еще с вами пьем кофе, потому что еще утром. Утро начинается с витамина D3, самого главного витамина, который я вам уже показала. И он, вот видите, у меня здесь находятся все жирорастворимые витамины. Опять-таки, я слушала доктора Шишонина по поводу того, как сойти со статинов, как регулировать давление натурально. Послушайте, обязательно подпишитесь. Но также на русском языке есть такое великое дарование нам всем, как профессор Дадали. Поверьте мне, ребята, я слушала всех, на всех языках, великого доктора Маркхаймана, доктора Берга, Минди Пелс, доктора Гандри, кардиолога, по-английски. Но по-русски мои самые главные источники знаний – это доктор Шишонин. Наш любимый доктор Шишонин, огромное вам спасибо. И, пожалуйста, подпишитесь, и вы увидите, почему. И также профессор Дадали. Я хочу, чтобы он жил до 200 лет, чтобы он с нами делился всеми своими знаниями. А его знания о еде вы должны слушать каждый день. Я лично слушаю и некоторые лекции по 2 раза. И вот смотрите, витамин D – это же не витамин, это на самом деле гормон, он жирнорастворимый, и обязательно его нужно принимать с K2. Я этого сразу не знала, это все у меня, в общем-то, знания накапливались медленно. И только примерно последний год я нахожусь вот на этом протоколе, которым я хочу с вами поделиться. Но сначала мы худеем. Доводим свою талию до хорошего состояния. Девушки, если вам нравится этот наряд, мы будем говорить обязательно о фэшн, обязательно о нарядах и обуви. Это платье wearables для тех, кто находится в этой стране. А для тех, кто нет, все равно могут его приобрести, наверное, на интернете. Если вам интересно, что я одеваю, мы об этом будем говорить отдельно. Мы будем говорить о лице, что мазать, что не мазать, но в основном, что есть. Все, форма происходит от еды в первую очередь, от добавок во вторую очередь. Смотрите, не надо принимать добавки, пока вы вес не потеряете. Но витамин D принимать необходимо. Вот буду сейчас принимать прямо вместе с вами. Вот это вот витамин D, он жирнорастворимый, поэтому предлагаю принимать с йогуртом. Видите, йогурт, хороший A2, говорили о нем. Вот пошел. Спасибо профессору Дадали за астаханцин. Не бегите записывать, рассматривать. Я на этом видео прицеплю вот с правой стороны полный список всего этого с описаниями и с близким подходом. Астаханцин. 18 месяцев назад я нашла доктора, профессора Дадали, и я счастлива, потому что такие советы вы мне даст никто. Здесь об астаханцине вообще никто не говорит.
А я ему уже написала, кстати, на одной из его лекций. Огромное вам спасибо за астаханцин, потому что я пошла, проверила зрение, а зрение у меня как 20-30 лет назад оказалось, до того, что я начала принимать все это для глаз и витамин D, гормон D. Зрение было в таком состоянии, что сказали, что начались все эти возрастные проблемы. Все, которые существуют. А когда я пошла проверилась в августе предыдущего года, оказалось, что зрение у меня настолько хорошее, как у профессора Дадали, +2. И не нужны мне очки, как видите, они мне только мешают. Такие дорогие очки я заказала, просто обидно. А мешают они мне. И вот и не ношу. Смотрите, после того, что мы приняли витамин D, что важно, он должен быть с K2. Почему? Потому что K2 не дает кальцификации в крови образоваться. И поэтому K2, но не каждый K2, MK7, запомните, и мы опять-таки я вам расскажу в больших подробностях, когда будем смотреть все это крупным планом. Значит, сейчас я уже приняла на ваших глазах DS3 и K2, MK7. Омега, вот она, рыбий жир. Тоже хорошо принимать жиром. Я завтрак не люблю, поэтому это часть моего intermittent fasting или прерывистое голодание. Не хочу называть прерывистым голоданием, и вообще слово голодание. Будем называть окном. Окном, в котором мы едим. Мое окно еще не началось. Об этом мы будем тоже говорить подробно. Смотрите, лютеин, зеакзанцин. Я много говорю о том, что их есть много в луке-порее и в зеленом луке. Извините, в Бостоне пыльца летает, у меня аллергия, нос постоянно чешется, видите, и вот с горлом немножко першит. Нужно каждый день принимать душ или ванну, особенно в волосы, все это залетает. Выпили. Жирнорастворимые также А и Е. Вот это у меня, кстати, вот сейчас я принимаю, опять-таки доктор, это зинк, Дадали, профессор Дадали говорит, что принимать просто необходимо. Это селен. Селен, он очень помогает усвоению всего того, о чем мы сейчас говорили. Взяли селен. Обязательно витамин И. И вот смотрите, у меня дилемма. Также говорил доктор, профессор Дадали, что необходимо принимать зинк и капр. И у меня тут же возник вопрос, почему такая замечательная компания, я вам покажу это все поближе, я принимала, соединили зинк и капр. Везде по интернету вы тоже видели, написано вместе не принимать. Профессор Дадали ответил на этот вопрос. Слава тебе, Господи, такую форму можно принимать вместе. И теперь у меня вопрос насчет витамина И, который тоже жирорастворимый, который я тоже сразу после А принимала. Ну, смотрите, А много разных. Вот вам А-ретинол. Я его в кофе накапала, кстати сказать. А вот и говорят, опять-таки говорят на интернете, вы когда спрашиваете вот этот вот Google, можно принимать вместе и он куда-то идет, собирает информацию, откуда она берет, черт его знает, но явно не от профессора Дадали. Поэтому давайте все вместе выясним, и я попытаюсь выяснить, правда ли это, что я делала неправильно, принимая и вместе с астаханцином A. Астаханцин это не та форма A, которая обычно принимается, об этом можно долго говорить, но сейчас приму И тоже. И давайте узнаем, можно ли их, правда, вместе принимать. Надеюсь, что можно. Ну и после чего, смотрите, все жирнорастворимые обязательно нужно жиром, иначе не зайдет. Вот, я сейчас, у меня закончился этот йогурт, и есть новая банка.
Я люблю очень это с черникой. В чернике куча витаминов. Пожалуйста, изучайте и слушайте профессора Дадали. Вместе с этим, вместе с сахаром, но не с сахаром, боже упаси. Давайте вернемся. Кстати, ложка не железная. Лучше не пользоваться железной ложкой. Лучше, как на Руси в древнее время, деревянной или вот такой, как китайцы, керамической. Потому что железной ложкой не надо никуда лазить, извините за выражение, ни в кефир, ни в мед. А мед, кстати, можно. Немного, но можно, несколько ложек в день, это не сахар. И вот вернемся к сахару. Теперь вернемся к диете, потому что без диеты никуда. В первую очередь сахар отдаем врагу. Даже врагов у нас таких нет, которым сахар отдать. Уберите, вообще, уберите из дома и никогда в жизни не покупайте. Не надо печенюшек всяких с сахаром, не надо никаких всяких этих вот печенье, в котором говорят, они здоровые, там всякое такое хорошее, там тоже сахар. Сахар есть, сахар не надо. Жиры. Смотрите, жиры нужно есть много. Вот ответ на жиросжигание, вопрос. Одна из наших новых подписчиц, я хочу, чтобы welcome ее сюда, на наш канал, чтобы она говорила о жиросжигателях каких-то. Не надо жиросжигателей. Главным жиросжигателем является хорошая жирная еда, но правильный жир, а неправильный жир вас убьет. Вот смотрите, когда вас отправляют домой с этим статином проклятым, с этим ядом, от давления лекарством, они говорят следующее. Вот вам, у нас-то говорят, у вас тоже, я уверена, так говорят, напишите, если не права. Дают список еды, которую можно есть, и в основном, которую есть нельзя. Можно есть низко жирности молочные продукты на 0 или 1. Но это вообще отрава, ребята. Я это делала, меня чуть не погубила. Яйца нельзя. Особенно желток нельзя. Смотрите, какой маразм. Белок не обязательно, это белок, а желток. Ну там же все в этом желтке. Все, понимаете, и для глаз. И в это и там есть, и все остальное тоже в этом желтке. Посмотрите, на моих обедах по-английски написано, по-латински это все одно и то же, что в желтках и что еще где. Потом они говорят, масло не надо, да ничего не надо. А что надо? Вот я вам сказала, низкой жирности диета, курицу без кожи, красного мяса никак, боже упаси. Про красное мясо отдельно будем говорить очень скоро. Я буду представлять на английском канале все мои обеды с красным мясом. И вот, может быть, мы даже его будем есть вместе очень скоро. Смотрите, фарш из красного мяса, которая выращена, коровка, выращена на травке. Поэтому сходите на рынок и купите себе хорошего мяса. Вот что я вам советую. И не слушайте этих глупостей. Без красного мяса у меня болело все. Теперь вернемся к витаминам. О да, жир. Смотрите, выкиньте это подсолнечное масло в пластиковых бутылках. Здесь какое-то овощное масло, кукурузное масло. Дрянь всякая невозможная. Мы оставляем только оливковое масло, на котором можно готовить, кстати, первого отжима. Тем не менее, они очень такой огромной температуре. Мы не жарим, мы как бы сотеем, мы как бы так немножко их вот готовим. А если хотите хорошо готовить, ну, конечно же, никто не отменил топленое масло. Смотрите, а наши дедушки и бабушки готовили на курином жире, гусином жире, утином жире. Те, кто из нас еврейского происхождения, шмалц назывался. Мой дедушка на этом шмалце все готовил. Всегда клал в холодильник вот этот жир и готовил на нем. Даже есть его можно, если его так с лучком приготовить. Хорошо. Вот. И также на оливковом масле. И по-английски это ги, а по-русски это топленое масло. Хотите ешьте, а хотите готовьте на нем. Вот и все секреты пищи. Конечно, выберем окно. Опять-таки будем возвращаться к этому еще и еще раз.
Но теперь мы вернемся к добавкам. Опять-таки не волнуйтесь, это не полная, как говорю, не полная лист, не полный список всего, что я делаю, но полный список будет прицеплен к этому видео, и вы увидите все в деталях и подробностях. Вот сегодня утром, до того, что я с вами начала разговаривать, в свое черное кофе я добавила немножко воды, чтобы оно не было очень горячим, и туда я положила вот что. Я туда, сейчас я встану, извините, зайду с этой стороны, чтобы вам показать, что я положила креатин. Креатин. О креатине я узнала примерно года полтора назад, может быть, год и 3 месяца от врача, нейросерджен, это по-русски, значит, хирург по нервам, я так полагаю, переведите, если я не права. И вот эта нейросерджен женщина, 40 с чем-то лет, она рассказывала, что она принимает креатин, ей 48 лет, хорошо для мозгов, хорошо для мышц. Я ей поверила. Почему? Потому что, когда я таки потеряла вес до 88 фунтов, сколько это в килограммах, маразм полный, все висело. Лицо было худенькое и некрасивое, морщины были. Дайте-ка я ближе подойду. Видите, лицо исправилось. И говорят, что в определенном возрасте, да никогда в жизни ты не наберешь в лицо жир обратно, никак невозможно. И я думала, как это сделать, чтобы у меня мышцы появились, и вроде ем правильно, и вроде делаю упражнения. Вот, ну, я вам хочу сказать, женщины, креатин. Но после того, что похудеем, потому что сразу прибавляется вес прибавляется в нужные места, мышцы и в лицо. А также хорошо для мозга, как я уже об этом говорила в предыдущей передаче. Пойдем дальше. Давайте я отсюда зайду. Турин. По-русски тоже турин. Я думала турат, может быть, и так можно сказать. Потом исправила турин. Турин была моя первая аминокислота после того, что я дошла до такой жизни, где 88 фунтов, это где-то 42 килограмма, по-моему, это очень мало. Посмотрите, а теперь, значит, у меня 103 фунта, или это уже где-то ближе к 50 килограммам. Более нормальный вес, как вы видите, уже я не выгляжу такой худой. Так вот, турин с тех, кто сходит от давления, помогает его контролировать. Поэтому я это узнала. Уже не помню, какой это был врач. Кстати, молодые врачи, функциональные врачи они называются здесь. У вас тоже, наверное. Вот эти вот молодые врачи как раз-таки 2 года назад об этом турине говорили много, что это очень важная добавка пищевая для людей в возрасте и даже для молодых. Потому что, хотя это аминокислота, хотя эта аминокислота и незаменимая, она вырабатывается, но после 40-50 лет мужчины, вы смотрите, не переключайтесь, это вас тоже касается, принимают турин, помогает контролировать давление, сердце, мышца сердечная. И смотрите, что произошло. Это была моя самая первая пищевая добавка. Произошло что-то очень интересное. Давайте, я опять ближе подойду к вам, покажу. Видите, глаза нормально вроде, да? У меня немножко сегодня мешки под глазами, я вам скажу честно. Я плохо спала, сплю я очень хорошо. И, кстати, вот эта другая часть нашей передачи будет о сне. Потому что еда – это номер 1, а сон, хороший сон – это номер 2 в нашей адженде. Почему? Потому что если вы не спите и встаете ночью 2-3 раза, как вставала я, ничего хорошего из этого не получится. Это я вам гарантирую. А сегодня ночью я немножко ворочалась, хотя и спала 8, даже 9 часов, потому немножечко у меня припухлость под глазами. Обычно я выгляжу лучше.
нервничала я о сегодняшней передаче, столько всего рассказать, не знала, как это, значит, сделать покороче. Вы же сами знаете, мы русскоговорящие люди, мы коротко не умеем. Поэтому дайте, пожалуйста, мне возможность до конца вам рассказать все это. Пойдем дальше. Турин у нас будет в дневном напитке. Креатин был в кофе. Также вот недавно, совсем недавно, буквально месяц, я пью эльюсин. Что такое эльюсин? Люсин это заменимая, незаменимая аминокислота, заменимая только турин. Она вырабатывается из мяса, но в возрасте, естественно, плохо. Сколько бы мы мяса не ели, она плохо вырабатывается. Поэтому здесь написано 5, я пью 2,5, но не в те дни, когда я ем много мяса. Сегодня я буду есть, сегодня я его пропустила. Слушайте, он очень горький, поэтому вот, смотрите еще. Начинается утро у нас с тепленькой водички, не горячей, а тепленькой, с половиной выжатого в него лимона. Вот. Этот вот лимон, мы сейчас это вот туда, я, кстати, в эту водичку лимонную и добавляю этот эльюсин. Те, у кого диабет, задумайтесь, может быть, не надо, это я не уверена, правильно, неправильно. И опять-таки мы только должны вернуться к этим добавкам, когда вес уже потерян до основания, как они говорили. До основания мы должны все разрушить, весь этот желтый ужасный жир, который нас делает больными, а потом уже строить хороший бурый жир и мышцы. Так быстренько все это не расскажешь. Но, честно сказать, когда я была в моем самом низком весе, я уже мечтала поправиться, я делала такую мантру, знаете, для поправления. Оказывается, все, что нужно было, это продолжать хорошую диету и креатин. Креатин идет в мышцы. И также вот этот люсин также идет в мышцы. Другая моя самая любимая аминокислота – это глайсин. Глайсин – совершенно потрясающая вещь. Уже я его пью примерно год. Он имеет много положительных свойств. Если его вечером пить вместе с магнезиумом, кстати, мы вернемся к магнезиуму, потому что витамин D уменьшает количество магния по-русски, и необходимо замещать, вообще надо замещать. Глайсин можно пить немножко, половину днем, а половину ночью вместе с магниум глайсинейт. Почему? Потому что он помогает спать. Как он помогает спать, я расскажу более подробно, когда буду переходить близко от одного объекта к другому. Но он уменьшает температуру кор-температуре и помогает спать. И также для тех, у кого проблемы с желудком, он делает такую вот оболочку внутри желудка и помогает все переваривать. Вместе с магнием, кстати. Вместе они работают совершенно прекрасно. Половину днем, а половину вечером. Вот мой глазик. Кстати, днем он помогает лицу. Видите, лицо улучшилось. Вы не можете сравнить. Пойдем дальше по витаминам. Мы пьем их, пока с вами разговариваем. B12. Без комплекса B никакой D у вас не усвоится. Мы уже поняли, что D с 3, а не 2. Я пью 5000 интернациональных юнитов. Профессор Дадали говорит пить 2000. В Бостоне врачи рекомендуют 5. У нас темно, посмотрите. Все время. Очень редко солнце выходит. Да и в Питере примерно то же самое. Хотя профессор Дали говорит 2000. Поэтому я, кстати, уже летом перехожу на 2000. Вот он, та же самая фирма в пипеточкой Droplets, но можно сколько хочешь, столько и накапать, хоть 2000, хоть 3, в зависимости от солнца. Хотя профессор Дали не верит, что из солнца это вырабатывается. Но я могу из этого сделать 2000. Проблема в том, что это же компания, которая выпускает его вместе MK7, здесь 120 миллиграмм. 120 многовато. Профессор Дали говорит 80.
Поэтому я закажу отдельно и покажу вам в следующей передаче. Здесь нету МК-7, придется добавлять отдельно. Вот от них же и тоже можно регулировать количество. Но послушайте профессора Дадали несколько раз. B12, вот эта органическая формула, он не усваивается, если его под язык не взять таким макаром. Нужно было потрясти. Остальные витамины В. Ниасин. От него бывает вот такой вот горячие флаши, кровь приливает к лицу, ко всему телу. Кстати, очень неприятно. Больше 50 я не могу взять, хотя говорят полезно, когда это случается. Другие формы витамина В. В1 абсолютно необходимо, вот он у меня есть. Витамин С – это не аскорбиновая кислота. Опять-таки слушайте профессора Дадали. B2, B2 и биотин, B7. Все это принимать надо. Селений мы уже говорили, хорошая форма должна быть. Мы будем это близко все рассматривать. Омегу мы уже приняли. Вот теперь принимаем водорастворимые. С водой. Это С пошел. Это зинк и капор, медь. Спасибо, профессор Дадали разрешил принимать вместе. Вот вам B1. И вот вам Ниасин, еще одна форма B. Все приняли. Стараемся принимать все в первой половине дня. Что мы будем брать во второй половине дня? Не переключайся, сейчас расскажу. Видите, я все еще кофе с вами допиваю, потому что я решила все это показать на примере. Когда мы сходим с этого совершенно безумно ужасного статина, женщины, принимайте пробиотик, потому что у вас такой произошел ядерный взрыв в желудке, что там ничего не осталось. Начнем с CoQ10, вот эта вот молекула, которая дает вам возможность перерабатывать красное мясо, и пробиотик. Ну, пробиотики бывают разные. Изучайте вопрос. Кстати, я хочу вам сказать, мы все разные, разной формы. Это в основном то, что нужно всем. И, по-моему, никаких исключений по этому поводу нет. Некоторые говорят пить пробиотики постоянно, некоторые врачи говорят, не надо постоянно. У меня теперь особых проблем их нет с желудком. Вот видите, живот совершенно плоский, вот хочу вам показать. И у вас будет точно так же, если вы будете следовать всем моим советам, советам доктора Шишонина и профессора Дадали, конечно. Я же это все не придумала, я же слушаю людей, которые знают, о чем говорят. Вот этот вот юролицин А, кстати, интересная вещь, это экстракт из гранат. Это пришла доктора Берга. Доктор Берг у вас переведен на русский язык, он много чего хорошего говорит. Послушайте, и хотите, будем обсуждать. Не все абсолютно правильно там. У него своя адженда со своим витамином D, который он сделал 10 тысяч. Кстати, из вас, кто подписался на мой английский канал, 3 месяца назад, в самом начале, я сделала примерно такую же передачу по-английски. И я сказала, доктор Берг, что такое с 10 тысячами интернациональных юнитов? В таком размере 5 тысяч достаточно. И что вы думаете? Через неделю появляется реклама на YouTube. YouTube, он же дает всем нам совершенно уникальный YouTube. То, что нам нужно, то и дает. Появился доктор Берг, даже прервал одну из моих передач, где я делала обзор всех моих чаев. Кстати, по-русски мы тоже сделаем. Появился доктор Берг и сообщил, вот теперь 5000 я делаю и 60 МК7. 80 было бы хорошо, он, похоже, просто пополам разделил.
Магнезиум, к магнию мы подошли, мне кажется, да, к магнию мы подошли. Магний, в общем-то, есть много вариантов, но, опять-таки, согласно профессору Дадали, я все правильно поняла. Я же всех слушаю, а потом смотрю доктора Дадали, чтобы узнать, правильно или неправильно. L-трионейт. L-трионейт хорошо для мозгов. Я уже смотрю, 1000 здесь, но хорошо, что пипетка, потому что больше 300 и не нужно. Я вечером же еще беру другой магний. Магний глайсинейт. Бисглайсинейт – это научное название, а все вы знаете как глицинейт. Это какая-то деривация от этого же глайсина, поэтому у меня на английском канале есть история, как спать ночью и не вставать. И вот это вот вместе, если соединить, немножко концентрата вишни добавить, вишни не сладкой, вишни, как она называлась по-русски? Совсем есть другое название нашей вишни, которая не сладкая. Может, я и вспомню до конца этой передачи. Вот. Но я вам все покажу отдельно, что я показывала по-английски. Но это вам поможет спать, здесь вопроса нет. Да и потом, если вы пьете D, у вас уменьшается количество содержания магниума. Одна из моих подписчиц имела операцию на геморрой. Я очень сожалею, потому что доктор Бёрк предлагает калансония. Это корень растения. Вот этот у меня из Гавайи, органический калисония называется. Опять-таки я вам расскажу более подробно об этом. Очень помогает. Девушки, мы все страдаем от геморроя, давайте не будем говорить, что нет. Ну, почти все, особенно те, кто из нас рожал. Ну, это прямо вот сразу. И, кстати, дико помогло. Пойдем дальше. Общие витамины мы обсудим опять-таки в деталях. И некоторые врачи, даже доктор Марк Хайман знаменитый, говорит, что после всего этого он еще принимает общий витамин. Я в этом не уверена. В те дни, когда я забываю принять, можно принять. Мы поговорим, что в нем находится. Турин мы говорили, гласин мы говорили. Коллаген вы хотели, наверное, узнать. Коллаген, ну, бульон. Я вот прицеплю бульон, варите себе. Лучше этот коллаген, чем этот, потому что вроде бы есть новая информация, что лучше брать креатин, люсин. Они предвестники, они помогают очень образованию коллагена. А коллаген вообще на последнем месте там, просто это говорится, это маркетинг-хайп. Он у меня закончится, это у меня рыбный, хороший на самом деле. Вот я его тоже в кофе добавляю. Когда закончится, возможно, я уже не буду покупать. Что у меня еще здесь есть? Вот смотрите, что-то очень интересное хочу вам показать. NAC. Я не знаю, как у вас и кто чем страдает, но после ковида я очень кашляла. Я кашляла, и что-то такое черное у меня просто все время выходило из легких, и это не исчезало. Я уже устала от этого кашля. И вдруг я услышала, это было года 1,5 назад, что врачи сами, которые страдают этим же самым, пьют неосидалцистин. Это вот давали НАК людям, которые на вентиляторах лежали, чтобы не померли. Смотрите, хотели даже они его убрать из продажи, но продают. И это очень-очень хорошая вещь оказалась. Когда я перестала меньше болеть, я вообще уже практически не кашляю. И когда начинается что-то, то я опять начинаю принимать. А когда у вас грипп или простуда, или какое-то другое, вот такое вот легочное заболевание, так вообще нужно удваивать и утраивать. Спрашивайте меня насчет этого отдельно, если хотите. Что еще я забыла? Я уверена, что-то забыла, но в обзоре, который будет здесь вот подвешен, вы увидите полный список. Натрий оксайд. Это помогает
дышать, помогает сердцу, помогает и легким, и просто необходимо, особенно если вы упражняетесь. У меня работа одно сплошное упражнение, и вот также креатин, люсин перед этим, а натрий коэксайд до 15 минут тоже до того, что выходишь быстрым шагом. Могу про это рассказать отдельно, если хотите, спрашивайте. Вот, ну теперь смотрите, я же вам сказала сахар выкинуть. Я хотела, чтобы вы дождались до конца передачи. Я уверена, что эта передача не полная. Спрашивайте, мы вернемся к этому, ко всему. Но хочу вам рассказать что-то очень интересное. Я сахар выкинула давно и заменила его. Есть такой манг, фрут, есть всякие другие заменители. Но, согласно доктору, знаменитому кардиологу, здесь Гандри, доктор Гандри такой, он сказал, что он и его жена давно перешли вот на это, называется аллюлоз. И на этом я хочу закончить. Я очень хочу, чтобы вы выкинули ваш сахар и заменили вот на это. И это тоже я в подробностях вам покажу. Ну что, мои дорогие друзья, огромное спасибо за внимание. Я извиняюсь, если я что-то пропустила. Это моя первая подробная передача об этом, обо всем. Мы будем говорить отдельно, смотрите, мы будем говорить отдельно опять о еде, о прерывистом голодании, как с ним справиться. Я этим уже занималась 3 года, это вот единственная причина. Талия была вот настолько больше, этот пояс так вообще не застегивался. Вот, потом... Что еще необходимо, все эти витамины, мы к этому опять-таки вернемся. Как видите, это долгая беседа. Потом нам нужно говорить о сне отдельно. Если не будете спать всю ночь, не просыпаясь, чтобы в туалет сходить. Я 2-3 раза иногда ходила в туалет пописать, извините. А теперь вообще не хожу, сплю 8 часов. Как будто вот какой-то у меня... клок, у меня как будто бы часы внутри. Ложусь и 8 часов спустя встаю. Если плохо сплю, то как вот сегодня, то в 9 встаю. 9 часов спустя сама встаю, без всякого будильника. И тогда уже идут в туалет. Значит так, еда, витамины, пищевые добавки, сон, упражнения и, в общем, стиль жизни. Девушки, без этого ничего не будет, и быстро ничего не получится. Так что на этом мы давайте на сегодня закончим. Я надеюсь, вам кое-как это все помогло. Это был общий обзор. А теперь я запишу полный и подробный список всего этого близко, чтобы вы могли посмотреть. И так что не нужно вам ничего записывать, не нужно возвращаться, хотя пересмотрите. А если у вас времени не было пересмотреть все от начала до конца, то сохраните и потом посмотрите меня. Идите прямо к витаминам и добавкам. Огромное спасибо за внимание. Я рада новым подписчикам. Я буду рада другим подписчикам. Давайте вместе будем худеть для здоровья. Мы худеем для того, чтобы быть здоровыми, а потом вернуть мышцы. Потому что мышцы просто необходимы для здоровья. Женщины, худенькая – это одно. А женщина в 67, 8, 70, 80, 90 лет, я видела инструкторы с совершенно шикарными мышцами. Это же жизнь. Будьте здоровы, мои дорогие любимые. Скоро увидимся. До свидания.